Ну, одновременно я ходил на бокс до конца 10 класса и учился в физмат-школе. Вот, я там в первой десятке инструкторов по цигун России. Вау. Йогов, как собак не резных, я извиняюсь. Ну, внимание – это наш ресурс. Надо же, конечно, не в баре с мужиками знакомиться. Физкультурой. Не надо спортом, физкультурой. Я хочу там пару баечек еще рассказать, уже то все устали, наверное. В общем, они сидят на берегу, используют грязную левую руку, вот, а правая у них чистая, как бы. Но краники были с правой стороны-то не там. Систему гормонов открываешь, такой, блин, мама. Купить мою книжку бумажную, печатную, так называют, она классная, не пожалеете. Я вам пришлю в те же деньги бесплатно электронную версию в PDF и аудиоверсию. Вот такой королевский подарок. Бросайте пить, бросайте курить, начинайте заниматься йогой, цигун. Ну все, ребят, мы готовы. Анатолий, расскажи, пожалуйста, о себе того, чего я еще не успела рассказать. А вот чего ты еще никто не знает. Да. Хорошо. Ну, давайте расскажу, как я начал восточными практиками заниматься. В общем-то, я спортом занимаюсь. Извини, пожалуйста, я перебью. Ребят, мы сегодня, вот у меня есть книжка от Анатолия. И у меня да. Значит, Анатолий написал книгу, как, в общем, йога похожа на цигун и чем они отличаются, сходства и различия, анатомические точности и неточности. С точки зрения научного подхода и практики Анатолия, я книгу уже читаю в процессе, прочитала больше половины, поэтому я уже в курсе. Вот. Это маленькая затравочка на сегодня, да, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. И теперь я, Анатолий, передаю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, как ты начал заниматься практиками восточными, что тебя туда привело, вообще технаря из IT-сферы и из физики в йогу и цигун. Ну, слушай, человек же, он многогранное существо. Человек занимается физикой, не значит, что он там не занимается больше ничем. Вот. Так-то спортом я, конечно, занимался с раннего детства. Там, вот, хорошо себя помню, в 14 лет, когда, вот, как, видимо, уже там началось это взросление, там, пацаны там на улице жали гирю, я тоже там подтягивался. Вот. Потом на бокс записался. Очень мне нравилось это дело. Мордобой. Вот. Ну, одновременно я ходил на бокс до конца 10 класса и учился в физмат-школе. Такое вот у меня было сочетание. Вот. Ну, если мы сейчас говорим не про физмат больше все-таки, а про практику, да, как восточную, потому что можно мыслью по древу сейчас растечься очень далеко, там всю биографию рассказать. В общем, да, если сконцентрироваться на практиках телесных, скажем так, да, то вот началось все с единоборств. В институте я занимался самбо. Это я читала в твоей книге. Я пытаюсь найти картинки, потому что мне кажется, у тебя там были картинки с единоборствами тоже. Нет, по-моему, особо не было. Но у меня много вообще всяких картинок, и фото много. Я еще фотолюбительством занимаюсь много лет. Вот, но все-таки цигун – это сугубо мирная такая штука, поэтому там с этим связано особо ничего нет. Ну да, ну это просто… Спортсмен. Катались на сапах. Ты еще спортсмен. Катались на сапах, да, было дело. Ну вот, в общем, в армию я еще сходил в процессе обучения в институте. Тяжело было учиться, поэтому я с 3-го курса ушел, послужил 2 года. Ну, тоже у меня была мечта, там фильмов насмотрелся, в ВДВ служил, там с парашютом прыгал. Вот, соответственно, там тоже всякие боевые искусства были. Здесь, конечно, не парашют, но парус к САПу. Ой, слушай, вейкборд – это одна из самых травмоопасных вообще штук. Все думают, что вода, она как бы мягкая, но на скорости она нифига не мягкая. Снег мягче. И ты когда швабру ловишь там, то есть швабра – это значит, когда у тебя вот так вот перпендикулярно становится движению, и ты просто щами так бымсь. Вот. Короче говоря, вот такой у меня путь, как бы, ну и потом в 90-е я серьезно занялся бизнесом, союз развалился, с физиком я не стал. Вот, но как бы бэкграунд этот получил, и, в общем-то, то, чем мне нравилось, я всегда и занимался. Я
всегда мне радиотехника была интересна, и тут компьютеры пошли, там вообще я в это все дело окунулся. Параллельно, естественно, сам занимался, что-то тоже на бокс ходил там с какими-то ребятами, занимался. И тут наступает 2000 год, миллениум, да-да-да, точно. Наступает 2000 год. Я тоже занималась, извини, перебью, я тоже занималась ММА, правда, 1 год. Вот. Но я понимаю, что дыхалка должна быть крепкой. Я у тебя в книге тоже прочитала, что как вообще йога помогает любому спорту, это крепкая дыхалка. И вот как раз-таки ребята, кто занимается единоборствами... Слушай, я вчера для эксперимента пробежал 20 километров. Я никогда такую дистанцию не бегал. Мне просто кроссовки подарили новые. Начал их испытывать. Слушай, у меня вообще никаких проблем с дыханием. Ну, я, правда, на низком пульсе бегу. Там дышу в основном носом. Вот. Но это так, отвлечение. Так, про путь да, практики. Путь. В общем, в 2000 году получилась такая ситуация. Я повел ребенка. У меня старшему сыну тогда было 9 лет. И я как раз музыкалку он бросил. все говорю, надо спорт. Вот. И хотелось бы что-то его в такое отдать интересное. Ну, а сам я, конечно же, там в Советском Союзе, там вот это там карате, вот это все. Хотелось заниматься, но как-то вот у меня не было именно возможности именно восточными такими делами. Вот. И тут я смотрю такое объявление на ВДНХ, значит, там школа УШУ, западный дракон, такой дракон красивый нарисован. Вот, значит, там практики, все дела. Блин, я его туда раз. Вот, в общем, полгодика он туда походил, и я вижу, что, ему не хочется, неинтересно. А тут, чтобы так понимать, вот серьезный подход в УШУ, это ты полгода только стойки отрабатываешь. То есть тебя учат стоять, двигаться, перемещаться. Вот, это как бы не самбо, это не бокс, там, где сразу ты начинаешь там это самое. И, в общем, ему скучно стало. И я его отдал на самбо, чему, кстати, был очень рад. И там, детям еще тусовка нужна, понимаешь, а тут, когда индивидуально с тобой занимаются, какой-то дядька что-то тебе там втуляет про какие-то там вертикальное положение и так далее. Вот. В общем, отдал я его на самбо, все отлично у него пошло. А сам я подсел на это дело. Вот. И я помню, еще такая брошюра была, я занимался у Валерия Кимовича Гусева, такой, как говорят, широко известный в узких кругах. Вот. Погуглите потом, посмотрите, что за дядька, очень такой. Валерий Кимович, привет, если смотрите. Может, записи посмотрит. Вот. А у него такая была брошюрка, и там, значит, была надпись такая, чтобы вот нашими техникой владеть, нужно 10 лет непрерывных занятий. Я такой... О чем вопрос? 10 лет у меня есть, не проблема. В общем, я записался к нему, вот ходил, лично у него занимался 12 лет. Вот. Много чего усвоил. Валерия Кимовича тренировки, они сразу были с йогой, с пранаямой, с цигун, только это все по-другому называлось. То есть мы просто сидели там, дышали, правильно, значит, двигались, стояли, сидели. У нас то, что мы сейчас цигун называем, вот, например, комплекс такой есть популярный, 8 кусков парчи, Бадуанзини. Вот мы делали его еще тогда, вот, только называлась у нас динамическая медитация. Как говорится, как ни назови, да, а эффект все равно будет. Вот, в общем-то, оттуда у меня все это пошло. А потом как-то... Параллельно у меня еще бизнес шел, и параллельно я еще всякими экстремальными вещами занимался. Там альпинизмом начал заниматься, по-моему, в 8-м, что ли, году. И тоже сына я затащил на Эльбрус. Кажется, 18 лет исполнилось. Пошли мы с ним на Эльбрус. А нам там инструктор, выдали нам эти системы такие, которым пристегиваться. Мы такие идем, а инструктор говорит, а я говорю, а зачем нам? Веревок-то нет, зачем нам эти вот... беседки системы нужны. Говорит, да, это чтобы ваши трупы было легче потом из трещин вытаскивать. Такой юмор у них, знаешь. Хорошая шутка. Вот. Да, и я просто понял, что альпинизмом надо заниматься серьезно. Я со следующего года съездил, записался в альплагерь, в новичковую смену. Это мне уже за 40 было. Вот. Я так перескакиваю параллельно, что много просто еще чем занимался. Скалолазанием я позже начал заниматься, а вот горные лыжи, фрирайд у меня много лет уже.
То есть ты, Вот. можно сказать, многогранный и экстремальный Многостаночный. спортсмен. Да, значит, многосторонний Ты знаешь, спортсмен. я даже не хочу себя спортсменом называть. Мне слово спорт не очень нравится. Мне больше нравится физкультура. Объясню почему. Потому что спорт, он все-таки подразумевает соревнования. Вот. А соревнования это всегда травмы, это всегда концентрация на каком-то спорте определенном. Вот, например, я много чуть там фрирайд, там, заныривал я на 35 метров с фридайверами. Вот. Был такой опыт. Но я ни в чем не мастер спорта. Да, то есть у меня, грубо говоря, во всех спортах я где-то там, не знаю, 2-3 разряд. Вот, то есть я технику, я в теннис играю довольно неплохо, там с инструктором, там тоже года 3 играл. Подача у меня поставлена, все такое. Вот, то есть мне нравится, как, знаешь, у меня друг есть один, тоже фрирайдер, он говорит, чем однообразие, лучше безобразие. Да, поэтому мне нравится все различное, и вот сейчас, последние годы, скажем так, я сконцентрирован на том, что превратил это в свою профессию, в свое здоровье. Просто этим занимаюсь, и мне это интересно, мне это нравится, и стараюсь мотивировать других, показывать им, как можно там, не знаю, там. Не могу еще пока сказать в 60, там в 59. Я уже жду, когда мне будет 60, это будет 7-й десяток, и тогда как-то уже солиднее будет, знаешь, как говорится, в возрасте, а сейчас вроде еще как-то. Мы не торопимся. Слушай, я уже все время сожрал, а тут надо было еще рассказать, где еще я учился. Я много где учился. Может быть, пойдем дальше тогда? Да. Я получал, давай еще так, просто штрихами. У меня есть инструкторская корочка инструктора по цигун. Вот, только-только эта профессия появилась в 2020, по-моему, году. Бутримов пробил, такой мастер есть, доктор Бутримов. Вот, я там в первой десятке инструкторов по цигун России. Вау. Вот, йога-терапевт, я закончил школу Фролова 1,5 года, мы с супругой, кстати, уже. Артем. Да. Артем наше все. Недавно он тоже, не тоже, а в смысле, он получил кандидат. Поздравляем. У меня жена кандидат наук. Но я про это позже расскажу. Да, у меня про жену заготовлено отдельно. Когда дойдем до жены. Настя, привет. Да, Настя, здравствуйте. В общем, давай, про учебу много, давай дальше. Чего у нас там? Ты сейчас еще преподаешь йогу, то есть у тебя есть своя группа, и цигун ты тоже преподаешь, или ты миксуешь практики? Просто чтобы ребята знали с самого начала. Ты знаешь, сейчас я больше сконцентрирован на цигун. И я это, как занятие преподношу цигун, потому что, извиняюсь, конечно, буду немножко так шутить. Здесь, да. И к тому, что над йогой буду немножко шутить, в том числе и над собой, что йогов как собак не резных, я извиняюсь. У нас есть студия, там йоги классов, не знаю, там 10. В том числе моя супруга тоже ведет йога-терапию. А цигуна нет вообще. И надо этот пробел как-то закрывать. Конечно же, я говорю, что я преподаю цигун, но я даю и пранаяму, которая, собственно, является йогой. Но опять же, как мы сейчас в процессе разговора поймем, подход на вершину, он может быть с разных сторон, а ты все равно приближаешься к какому-то одному уровню, поэтому 1 к 20 будет мой прогноз. Обычно 1 к 10 в среднем, потому что, я смотрю, хотя в мире, понятно, другое совершенно соотношение. Китай всех давит. И там я был много раз в Китае и по делу ездил, в смысле по делу, по старым делам, по компьютерам. И практиковал там, и сам в парках практиковал. Там, конечно, в 5 утра приходишь в парк, и вообще просто столько народу. Да, цигунов много практикуют в других странах, особенно в восточных, в Китае особенно. Девчонки конечно, пишут, оттуда. Все практикуют йогу, но парочка из девочек пробовала цигун. О, видишь как? Да. Да. Чем отличается и в чем разница и разница? Длинный, конечно, разговор. Можно
Просто мне сейчас твою удобно. Книгу. Можно просто прочитать Точно. книгу. Да. Мне сейчас очень удобно. Я, знаешь, мне как такой просто... Так, слушай, я об этом уже писал. Прочитайте, там все написано. Очень удобно. Вот, конечно, я сейчас расскажу. Кстати, по поводу книги, там был один такой, ну, наверное, никто не обратил внимания. Я сам уже в конце только это как бы прочухал. Там у вас, когда были сторис, там было написано автор книги «Йога и цигун». А книга называется «Йога vs цигун», versus. Про это тоже написано, почему так называется. Понятно, что это провокативное немножко такое название, чтобы, ну, как бы возбудить интерес. Продажи взрастить. Нет, даже не то, что продажи, просто как бы предмет как бы для диалога, да? Давайте поговорим. Потому что, ВС это не значит против, да? То есть ВС это скорее такое сравнение, как вот, когда мы сравниваем какие-то вещи. Вот. Все знают, как бы не буду мыслью по древу растекаться, да, что йога это вот, как мы сейчас увидим, опять же, такая штука многогранная, вот, обычно это статические асаны какие-то, да, красивые. Давай мы пока попросим нашу аудиторию. Ребят, напишите, что такое йога. Вот супер. Просто элементарно. Раскачаем немножко активно, чтобы люди тоже себя вели. Да. Что такое йога? Вот. И что такое цигун тоже напишите, если вы знаете. Все, Анатолий, продолжай. Так догадывайтесь, да? В общем, такое, скажем так, обывательское понятие, да, вот человека, который не занимается, как он себе йогу представляет? Там девушка стоит в красивой позе, да, это 90% людей, которые не занимаются, скажут, да. Вот, про Патанджали вспомнят, наверное... Все девушки в красивых позах, да? Супер. Как там, у меня в книжке, там, опять же, про книжку написано, что там, когда девушки в джинсах, не в джинсах, в лосинах за $200 бегут на йогу, они же делают что-то не то. Да, значит, то есть обывательское представление. Мало кто вспомнит про Патанджали, про там 8, частей йоги. Может, даже не все йоги про это скажут, да, те, кто, скажем, занимаются. Те, кто серьезно занимается, понятно, вспомнят. Но вообще-то, если мы Патанджали как бы вдумчиво почитаем, мне вот очень нравится, я в книжке тоже про это пишу, такой есть Сафронов такой, Андрей Сафронов, вот, он как бы разобрал подробно йога-сутры, он долго вел блог, и у него там лекции, там 12, по-моему, плейлист на 12 лекций в Ютубе. Я вот помню, с младшим ребенком ездил на качалке, я слушал эти все лекции. Вот он нам подробно объяснял, что такое йога по Патанджали. Скажем так, это медитация в первую очередь. Да? И там про асаны сказано только одно. Асана – это удобная позиция. Все. Йога по Патанджали, вот она вся. Да? Вот. Так вот. То есть мы обрисовали, да, йога оттуда до сюда. Да? Цигун, как правило, себе представляют плавные, медленные движения. Еще говорят, китайская гимнастика. Да? Как правило, еще вспоминают синхронизированно с дыханием. Вот. Как-то вот если коротко, то так, да. А на самом деле, если мы глубоко начнем заниматься цигун, то мы поймем, что там есть и статика. Вот, мы сегодня, кстати, попробуем джан-жуан, стойка дерева. Вот, и медитация, как в йоге, да. А в йоге тоже есть виньяса, флоу и всякие такие движения, там та же самая Сурья Намаскара. Поэтому как бы сказать, что йога это статика, не совсем правильно. Сказать, что цигун это динамика, тоже не совсем правильно. Но вот есть обывательское представление, вот так мы представляем. Вот. Если коротко. Я могу еще час на эту тему говорить, но давай про что-то другое. Да, значит, если коротко говорить, мы сейчас с тобой смотрели с точки зрения поз, цигун и йоги, вот, но мы прекрасно понимаем, что это еще и философия, да, это намного глубже, чем вот и как раз у Патанджали. По крайней мере, я знаю, что у Патанджали цигун я изучаю сейчас через твою книгу. Я думаю, что, ребят, если вы хотите углубиться, что такое йога и цигун и как они связаны, вы, конечно, можете прочитать книгу Анатолия, которая мне вот как раз попалась в руки, но об этом Анатолий мне ее прислал. Анатолий, спасибо. Да, кстати. Долго шла, что она у тебя там куда-то пришла к вам, потом куда-то опять уехала в другой конец. Вот, действительно, поблуждала наша книга, а Наталья... Кстати, да, если кто-то вот живет за пределами Озона,
то я могу лично прислать и еще могу подписать. Точно. Но это ладно, об этом позже. У меня есть подпись личная. Я живу, ребят, в Канаде. Вот, поэтому мне книгу Анатолий отправил из Европы, и она достаточно, ну, на самом деле, не так долго шла. Я считаю, что в пределах там 10 дней, ничего страшного. Я просто в Болгарии живу, мне как бы сейчас из России довольно сложно. Вот я два раза чемоданами привозил свою книгу оттуда. У меня сейчас штук 40 экземпляров здесь лежит. Челночники вернулись, собственно. Ну, челночника был я в одном из случаев. Конечно. Настя написала: йога для меня дисциплина души и тела. Вот. Прекрасно. Прекрасно. Очень хорошо. Почему нет? Хорошо, мы тогда переходим к следующему вопросу. Ребят, если вы видите, что я смотрю вниз, это значит, что я смотрю свою шпаргалку. Вот. Давай теперь поговорим про практики. Вообще, что мы сейчас с тобой можем из базового выполнить вживую, так как здесь в основном все-таки йоги собрались. Давай сделаем что-то, может быть, из цигун. У меня уже есть домашняя заготовка, но мы можем сейчас переделать, конечно. Не-не-нет, давай то, что ты заготовил. Да, я хочу показать 3 таких практики. Ну, вот, собственно, из йоги напомнить просто. Может быть, не обязательно же у нас не только йоги, да, может, кто-то не занимался, или может кто-то плохо занимался, только начал. Вот. Я хочу рассказать немножко про дыхание уджаи, поскольку на нем очень много строится и цигун в том числе, хотя он там по-другому называется, но вот когда начинаешь заниматься, о, так это ж наша йоговская уджаи. А как называется цигун уджаи? Дыхание змеи, вот, ну, по-моему, я встречал в йоговских дыхание победителя, такое вот, или просто, не знаю, шум моря, кто как угодно называет. Я, поскольку очень хорошо, очень глубоко разбирался в сути этого всего, и не с точки зрения праны и там ци, а с точки зрения физиологии, как все это работает, в том числе вот хорошую, конечно, мне школу йога-терапия дала, поскольку там у нас много было медицины и как бы анатомии и всего прочего, хотя до этого много. Ну, ты знаешь, как оно легло на хорошие рельсы. Просто если бы я совсем нулевой был, то, наверное, было бы трудно. А тут нормально. Вот, давайте вспомним уджаи. Дыхание уджаи. То есть мы и на вдохе, и на выдохе у нас должен быть такой шум специфичный. Вот, к сожалению, микрофон я этот снял, а я специально подготовился, чтобы дышать. Давайте я поближе, может, будет лучше слышно. Слышно дыхание, нет? Слышно, слышно. Я выключила комментарии, ребят, включу их попозже, чтобы вам Анатолия было видно. То есть такой шумом воздух проходит. Наша задача, ну и в йоге буду про цигун говорить, да, дыхание замедлить, удлинить и иметь возможность его углубить, когда нам это нужно. Соответственно, какие у нас есть механизмы для этого? Физические, я говорю, или физиологические, да? Мы работаем дыхательными мышцами, у нас есть диафрагма, которая входит там вниз-вверх. Но когда диафрагма одна работает, это примерно пол-литра вентиляция. Вот. Если нам нужно, мы бежим куда-то или мы волнуемся, мы что-то физическую работу делаем, мы можем в 10 раз увеличить эту вентиляцию, там, ну, кто-то даже в 20 может увеличить. Да? Не только объем. Вентиляция это что такое? Это объем, прокачиваемый в минуту. То есть мы можем и учащать дыхание, и его углублять еще дополнительно. В общем, наша задача, чтобы нам в покое, поскольку это в основном парасимпатические техники, именно которые успокаивающие, да, нам нужно научиться очень медленно дышать. И у нас есть для этого, ну, по сути, только один механизм в начале, когда мы еще не умеем дыхательными мышцами дополнительно работать серьезно. Это уменьшение, собственно, отверстия, через которое проходит воздух. Да? Соответственно, мы что делаем? Мы натягиваем связочки, как будто мы шепотом говорим, выпрямляем макушечку вверх, вот, и дышим. Я сейчас быстро расскажу, как для начинающих рассказываю, потому что, ну, я не знаю, начинающие, еще в записи будут люди смотреть. То есть йоги-то, наверное, знают, вот не йоги, буквально недавно ко мне пришли новенькие, я объяснял. Как добиться шума на вдохе и на выдохе? Ну, то есть
шум это значит равно, что мы вот делали эту щелочку, которую нам нужно. Попробуем говорить шепотом. Вот. Сначала мы попробуем говорить шепотом с открытым ртом. Например, «Привет, как дела? Слышно меня? Я вот говорю шепотом. Но нам нужно шепотом говорить и на вдохе. То есть нам нужно говорить на выдохе и на вдохе говорить, и на выдохе говорить, и на вдохе говорить». То есть надо попробовать говорить шепотом. На выдохе мы все умеем, все знаем, как это делать. Надо же попробовать. Да? То есть вот такое, да? Попробовали. Дальше да, у меня есть такое слово «мама». Первое слово обычно. Попробуйте сказать «мама». Один слог на вдохе, другой на выдохе. Но при этом сделать как можно длиннее. А мое шипение слышно, Анатолий? Слышно немножко. Немножко. А я в зале обычно говорю, твое дыхание должен слышать не только сосед, но и я. Вот. Тут вопрос, конечно, не столько в самом громкости звука, это просто для начинающих. Понятно, что мы когда дышим уже нормально умеем, нам не обязательно, чтобы прям очень громко слышно было. Ну а теперь, как в этом самом фильме «Кавказская пленница», да, одной ногой, другой ногой, а теперь двумя. А теперь попробуем то же самое сделать с закрытым ртом. То есть вообще-то нам нужно дышать через нос. Ты знаешь, хорошо, что хотя бы слово «мама» не надо говорить через нос уже. Да. А здесь есть такая медитация «соу-хам». Обычно говорят «соу». «Со» на вдохе. А вот, соответственно, мы здесь согласные мы не сможем произносить как сказать, закрытым ртом. Мы только гласные будем. О, а. Ну или просто О. Это для щи такие серьезные прям. Всегда в цигуне небольшую такую улыбочку делаем на лице, потому что люди начинают тренироваться, и такие у них прям лица такие серьезные. Так, стоп, ребята, вы что? Особенно, когда надышались. Прекращайте это, да. Слишком серьезно не нужно относиться ко всему этому, нужно как бы так. Вот, короче, подышали, вспомнили Уджаи, в книжке про это подробно. Книжка, вот она. Вторая практика, давайте из цигун. Единственное, тут режет на квадратике этот Инстаграм. Попробую. Вот представьте, что я стою, вы можете стать. Из бадуанзи такая техника, простое совершенно упражнение, поднятие неба. Ну, как знаешь, как простое, всегда в простом можно очень много сложностей еще найти. Мы просто подхватываем ручками, и это вдох идет. А я буду так параллельно садиться, как будто я стою на месте, чтобы меня было видно. Вдох. Вот здесь руки соединим, и выдох, расцепляем. А я дальше. Буду громче говорить, чтобы меня было слышно. Вдох. Выдох. Используем дыхание Уджаи. Язычок касается неба, вверху за зубами, за верхними. Вдох. Чуть подсели на выдохе, на вдохе распрямляем колени, вытаскиваем руки вперед. Смотрите, важный момент. Мы до конца руки никогда не распрямляем цигун. Здесь у нас всегда локти чуть согнуты. Мы бережем свои микромиончики, бережем суставы. И на выдохе опускаем ручки. И немножко приседаем, смотрите. Сбоку показываю. Вдох. Выдох. Ключевое, поделайте еще немножко, я пока буду рассказывать. Ключевое здесь значение имеет длинное дыхание и медленное движение. Спортсменам очень трудно цигун поначалу дается. Люди приходят и с большим трудом замедляются.
Я от них это требую. Вот микрофончик, к сожалению, пришлось снять, и тут, конечно, важно, как я дышу. Ну, собственно, как дышу? Вот Ujjayi. Вдох. Выдох. Кто знает, начинает использовать полное йоговское дыхание. Да? То есть у нас получается, вот у нас здесь диафрагма. На вдохе мы, получается, что делаем? Диафрагма у нас опускается, животик немножко выпячивается. Ну, совсем чуть-чуть, не нужно сильно выпячивать. Дальше, когда руки поднимаются, переходим на грудную клетку, среднее дыхание. И уже вверх, когда пошли, под ключицы вышло дыхание. То есть у нас мышцы дополнительного вдоха помогли еще грудную клетку раскрыть. И руки. То есть, видите, у нас получается сама поза. То есть в цигун еще так все подобрано, что сама поза, она способствует, например, здесь вдоху. Да? То есть, как правило, 99% практики мы на вдохе руки поднимаем, на выдохе опускаем. Видите, у меня скругляется немножко позвоночник, чуть-чуть совсем. Да? То есть видите, у меня вот и позвоночный столб тоже работает. Здесь я раскрываю и на выдохе опускаю. Опять же, грудная клеточка спадает. Диафрагма уходит вверх, и я помогаю еще мышцами дополнительными выдоха, еще выдавливаю, еще до конца. То есть работаю на полной амплитуде. Вот. Ну, в цигун еще много таких фишек, например, что мы следим за руками. То есть вот, ну, всем, кто, наверное, больше 40, знают, что там начинается уже там старческая дальнозоркость, шучу. Вот. А есть на самом деле, есть прекрасное упражнение для глаз, и Гимгольц, по-моему, разработал. Вот, и там прям их можно делать, и они прям помогают. А в цигун они встроены уже. То есть мы просто на руки смотрим. Когда у нас руки идут, мы смотрим взглядом, смотрим, расфокусировочка. То есть мы фокусируем на этом расстоянии, на этом, на дальнем расстоянии. Здесь ручки разошлись, смотрим на потолок, опускаем в пол, смотрим. Я всегда очень тоже объясняю своим занимающимся, что в цигун мы как бы много уровней таких. То есть вот уровень там дыхания, уровень просто движения, уровень внимания. Там, потом мы обращаем внимание на какие-то определенные части тела, там, на глаза, еще на что-то, там, на лопатки, на почки и так далее. То есть мы, получается, прорабатываем вниманием. Это не какая-то пресловутая энергия ци там, или прана, или что-то еще. Это наше внимание, наши там нервные импульсы, которые идут к этим мышцам, там, к суставам и так далее. В твоей книге очень понравилось, что ты выстраиваешь эти взаимосвязи между йогой и цигун, и в целом это очень становится интересно для тех, кто практикует какое-то время, и однообразное движение, то есть практиковать йогу становится скучновато, да? Поэтому Точно. Добавление элементов цигун делает ее разнообразнее, то есть твой арсенал растет. Например, ты можешь подключать внимание, вот как ты сейчас про руки сказал, потому что мы же тоже Сурья Намаскар из позы, да, позы горы, соответственно, мы переключаем внимание наверх. Вот у нас ручки наверх пошли, да, потом и раз, вниз. Соответственно, и здесь ты как раз даешь эти ключи тратыки внимания. 100%. 100%. И я тебе больше скажу, например, я никогда не использую в практике, ну вот в восточных практиках, там, если я качаюсь где-нибудь, я там музыку слушаю. Вот, а если я занимаюсь чем-то таким, я никогда музыку не включаю. Вот, ну, я знаю, что там есть там цигун, там включают вот китайскую, ребята, как бы эти практики, они предназначены для того, чтобы мы в первую очередь обращали внимание внутрь. И вся йога на этом строится, что мы внутрь себя, то есть мы внешние факторы стараемся отключить. Вот, а если нас что-то еще раздражает, то есть, ну, это просто мы занимаемся чем-то там. Вот. Хотя, на самом деле, я даже заметил, когда в беге, я вот бегал с наушниками, 15-ку перед этим, и что-то мне, ну, я вообще не люблю, когда внешние какие-то у меня штуки мешаются, а тут я бегу, там, 20 километров бегу, там, думаю об эфире, который у нас будет сегодня, вчера, вот, и я прям, у меня уже так классно, ну, все, прибежал. То есть я стараюсь внешние факторы отключать, и вот ты совершенно правильно сказал, что внимание... Ну, внимание – это наш ресурс, и мы должны его не куда-то выбрасывать, а мы его должны, наоборот, подтягивать к себе, к своему организму, смотреть, что у нас там происходит. Что у нас как бы, наш сейчас мир учит другому, что вот у нас внимание, все у нас хотят вот отобрать. Реклама, политики, еще кто-то как бы вот.
Нифига. Мне вот, кстати, интересно, как вообще людям получить твою книгу, потому что я нашла, в принципе, что твоя книга, она, во-первых, напоминает, с одной стороны, про глубины практики йоги, и с другой стороны, она дает новую перспективу развития и расширения через цигун и вообще другие виды спорта, и вообще через твой опыт. Мне это оказалось очень полезным, потому что я тоже преподаю, да, и я могу принести это своим студентам, твой опыт через твою книгу. То есть это полезно и студентам для расширения практики, и тем, кто преподает. Вот. И интересно вообще, как найти твою книгу, как заказать ее, через какие каналы. Можешь ли ты показать нам вот этот путь? Да, слушай, я же еще в анамнезе компьютерщик. Да. У меня это все просыпается периодически. Я сам себе сайт нарисовал, даже 2 сайта у меня есть. Вот. И я заморочился, я сделал сайт под книгу. Вот как пишется йога vs цигун. Точно, да. Вот. Там вот плохо видно название. Может, кто-то умеет сосканировать, но сейчас все в эфире сидят, наверное, сложно будет им QR-код этот взять. Короче, йога, как вот йога обычно пишется на английском, -vs, а вот с цигуном будет заморочка. Никто не знает, как цигун правильно пишется, ну, я знаю. Он пишется Q, I, C, потом G, цегонг, вот так, чи-гонг, ну, то есть Q, Qigong, вообще, если по-английски Qigong. Точно, ну так вот такое написание. .ru. Да, ну, я думаю, ссылки, во-первых, у меня в профиле, вот на мой профиль, если ткнуть, там, ну, вы же видите там меня, или как там, где, у меня там он прям сразу в профиле, прям вверху этот сайт написан, а этот сайт ключ, то есть вот его надо запомнить просто, или зайти на него, как сохранить, а на нем все, на нем как книжку купить, где она там есть, в Озоне она продается в печатном виде, ну, везде, куда Озон дотягивается, можно ее как бы купить в России, в Казахстане, в Беларуси. Вот. Поскольку у нас сейчас вот такая граница как бы искусственная, да, то вот тем, кто за границей Озона, можно прям непосредственно мне написать, и я пришлю. Я в Болгарии просто живу. Вот. И, ну, соответственно, электронный там вариант, тоже там 2 варианта покупки, и в электронном виде. Вот, и на моей бусте, на моем как недавно называл, Gumroad для американцев и прочих канадцев. Я ребятам расскажу, ребят, все, кто нас слушает, значит, просто переходите на профиль Анатолия, в описании под этим эфиром есть. Сейчас у нас в прямом эфире прям закреплена ссылочка внизу в комментариях. Вот, а под постом в сохраненном эфире вы можете нажать, там будет его канал, обязательно на него переходите, идете в шапку профиля, там будет сайт, и там вы разберетесь, там можно купить в любой стране, практически заказать как в Европе, во всем мире, так и в России, по всей России можно еще заказать электронную книжку в PDF-формате, если вам проще. И есть также аудиокнига, Анатолий сделал ее в аудио. Я тут заморочился, сделал аудио-вариант. Кстати, ну, как я тебе уже говорю, я же еще и компьютерщик, и мне вот все вот эти новые вещи, которые сейчас появляются, искусственный интеллект, это прям, огонь. Вот, и я там подбирал голос, но я сперва свой там голос, как бы, это самое, у меня не очень хороший голос для чтения, поэтому отмел. Вот, я нашел там хорошего чтеца, вот, там заморочился, сделал еще... Текст перевел в там специальный такой формат, там с тегами, чтобы он ударение расставлял, там, в общем, ну такая, там прям такая, такая интересная, ну, книжка научная работа. Я слушала онлайн, я слушала аудиокнигу. Я тебе отправлял, да, я тебе все варианты отправлял. Качественно записано, потому что я слушаю, я когда обрабатываю фотографии, я обязательно слушаю именно книги. Это там, да, знаешь, я это, знаешь, это вот как всегда немножко косность наша, вот это вот, ну, во-первых, все мои йоги как бы до ковида все говорили, фу, онлайн, как бы, там, это самое, йога нужна, там, душа, все такое, а потом раз, ковид, как бы, и что, нормально, через Zoom тоже можно заниматься, вот, все освоили, да? Конечно. Так и с книжками
С книжками тоже. Я всегда говорю, ну, книжка, она должна быть бумажной. Ну, во-первых, я там вложил душу в нее. Понятно, там обложка, все дела, там все иллюстрации. Очень круто. Да, Очень купите, не пожалеете, я еще подпишу, если там у меня заканчивается. Да-да. А как бы, ну, электронная просто must-have должна быть, потому что, ну, как бы, бумажная хорошо, вот она там лежит у тебя на кровати где-то, или возле кровати, а ты где-то едешь там, ты не будешь ее, наверное, с собой таскать, поэтому можно электронную читать в электронном виде. Ну, аудио, казалось бы, вообще никуда, потому что там же схемы, там картинки красивые. Но получается, что с аудио можно совместить, например, электронный вариант или тот же бумажный. Я вот тут читал какую-то художественную книгу, не буду рассказывать, какую, потом, если что, меня спросите, я расскажу. Вот. Я обычно читаю все-таки в электронном виде книжки с планшетика, и тут я читаю, ехал в поезде где-то долго, и еще у меня был аудио-вариант. Короче говоря, я к тому, что комбинация очень самая классно работает. То есть ты слушаешь аудио, слушаешь какие-то вещи, потом там тебе говорят про какие-то схемы, ты раз открываешь и смотришь еще в электронном виде. То есть это прям погружение. Но на самом деле сейчас по книжку все-таки хочется про все поговорить. Не, у тебя действительно, можно я обращу внимание, у Анатолия в книге очень удобная вещь, когда ты получаешь сноску на практику со ссылкой посмотреть ее в онлайне. То есть можно сразу перейти на урок. Сейчас покажу. Вот смотри, на планшетике я запустил, направил сюда. Здесь он меня одной рукой не могу держать. Ссылочку нажимаю. Покажи ссылочку нажимаю. Вот по ссылке, куда ведет. Загружается мой сайт. И вот здесь у меня видео. Причем в YouTube и в ВК. Кстати, сейчас про это тоже два слова расскажу, потому что когда я книжку только начал, перед тем, как выпускать, начали YouTube блокировать в России. Я такой, блин, и что делать? Ну, то есть, ты куда давать QR-код? Если давать на YouTube, люди как бы не зайдут. В общем, я написал свой сайт, нарисовал, дал, ну, сайт мой не заблокируют, я надеюсь. Вот. Соответственно, дал все QR-коды, ссылки на свой сайт, на сайте все расписал, еще заморочился, там написал код, который смотрит в вашу локацию, и в зависимости от этого вам выдает либо YouTube, либо ВК. Вот так вот. Причем есть еще отдельные ссылки YouTube, ВК, то есть у меня и там канал есть, где вам удобно там смотреть. Вот такой вот у меня подход системный. Как здорово. Слушай, очень удобно. Ну, давай теперь перейдем к тому, как же знакомиться с прекрасными мужчинами, потому что ты в наших женских глазах прекрасный мужчина. Нам интересно с этой точки зрения узнать, вот где твоя жена с тобой познакомилась. Как это случилось? Где нашим прекрасным зрительницам и зрителям-мужчинам знакомиться? Слушай, вот про зрительниц я что-то не думал. Хотя у меня 2 дочки, еще кроме всего прочего, но они уже замужем, они уже нашли себе. Я им тоже рассказал, что, ну, как бы надо же, конечно, не в баре с мужиками знакомиться, потому что в баре кого вы можете? Бухариков каких-нибудь подцепить. Да. Нет, с женщиной вообще все очень хорошо, все очень просто. У нас инструктор был в альплагере, он всегда говорил, женщина в горы может пойти только по одной причине, чтобы найти себе там нормального непьющего мужика. Вот. Ну, такой немножко сексизм, ты знаешь, типа, что как бы, ну, там, горы не для женщин, как бы, но, тем не менее, знаешь, в этом есть что-то такого термяжного советского. Да, ну, а где, понятно, что на йога-туре. На йога-туре. Когда я понял, что мне уже нужно бы жениться, ну, это 2-й раз уже было, то есть я уже там сколько-то времени, 3 года, наверное, уже был в разводе. Сложный был период в свое время, как бы там и бизнес, и война, и что-то еще накатилось в 2014 году. В общем, как-то... Но, правда, знаешь, меня когда спрашивают, а что вот вы там прожили там 20 лет, все такое. Слушайте, ну, просто как вот у Высоцкого, срок жизни увеличился. Да? То есть человек еще 50 лет, ну, как-то еще это самое, еще хочется... Это правда. Мы отодвинули старость на 30 лет вперед, поэтому... Да, поэтому, ну, как бы не вариант, что там родители вот жили как бы всю жизнь там. Я вспоминаю дискотеки для тех, кому за 30. Ну, это было, я еще помню, ну, мне тогда еще было не 30, я в Советском Союзе еще маленький был, но тем не менее, помню, были такие площадки. Ну, так вот, да. В общем, поехал я
удивительный факт, извини, что я перебью, значит, в начале 20-го столетия срок жизни средний на планете Земля был 40 лет. Сейчас мы, ребята, живем до 80-90 легко, в общем. Большинство доживает. Конечно, мужчины быстрее, по крайней мере, в России, да, и в постсоветском пространстве умирают. Но вот если заниматься спортом, да, то и йога, и цигун, то можно дожить как раз-таки до 90 легко. Не надо спортом, физкультурой. Физкультуры, да. Все верно, ЛФК. Слушай, у нас столько тем с тобой интересных, общих, и еще многое, что можно про жену сейчас расскажу, про знакомство. А просто, у тебя же еще второй проект, самый как бы основной. Я сначала этот-то нашел, а потом я только понял, что ты вот еще занимаешься еще вот эстетикой возраста. И прям, это, конечно, вообще, наверное, моя тема. Но через годик я к тебе приду, когда у меня уже 7-й десяток, я уже могу тогда, как сказать, более, так сказать, с высоты, что ли, это самое. Сейчас мы так и поступим. Так, история знакомства с твоей прекрасной женой. Значит, ретрит. Ретрит, да. Значит, ретрит, да, по йоге, значит, в Индии. Вот, российские там проводили ребят, девушки. Я приезжаю, значит, там 30 девушек в группе и 2 мужика. Один из них я, а второй, это самое, со своей женой. Такая история. Вот, ну что, практиковали, общались. Вот с Настей у нас много общих тем каких-то завязалось. Она мне рассказала про фасции, что это вообще такое, и про анатомические поезда Томаса Майерса. Я прям был просто в шоке от такой информации. Вот. Но еще когда оказалось, что она еще кандидат наук медицинских, вообще меня, конечно, вот, тянет к умным женщинам. Да, в общем, там какая была история, значит, в общем, нормально, общались, и потом вот Настя уезжать, там, она на 2 дня раньше уезжала, чем остальные, и ночью, по-моему, там, то ли в 3, то ли в 4 утра, и я вроде как сказал, что да, я тоже там встану, провожу тебя, и только раз, а я не могу с кровати встать. У меня защемило мышцу, будете смеяться, средняя ягодичная. Средняя ягодичная. Как потом оказалось, надрыв был мышцы, МРТ потом сделал. Вот. Меня перед этим, значит, одна девушек там завернула, значит, я сидел там в лотосе нормально, а она еще в лотосе меня что-то куда-то еще докручивала. Я говорю, стоп, не надо. Она говорит, да нормально, ты гибкий парень, сейчас все получится. У меня уже была травма перед этим в другом месте скалолазной. Я как-то уже начал соображать, что когда ты в возрасте, все-таки, мне 1,5 уже было, когда ты в возрасте, вот эти вот как бы молодежные все дела, там как бы они не понимают, какой у тебя организм, как устроен, и что тебе можно делать, что нельзя, как бы и не надо, чтобы тебе кто-то... В общем, короче, я опять, да нет, я ж крутой, там, сейчас. В общем, короче, завернули меня, и у меня вот такая случилась, как бы первая, наверное, единственная серьезная травма была в йоге. Остальные травмы у меня связаны там с фрирайдом, со всяким и так далее. Скалолазание, я слышу, да. Да. Короче, я не смог Настю проводить. И я думаю, может, она там обиделась, что-то еще. А мне, как бы, знаешь, вот просто идти как коллега, там, что-то это самое там не хотелось. Вот, ладно, спишемся потом. И потом, значит, вот наши йоговские все вот эти навороты, красота йоговская, значит, вот этих всех случаев, которые не случайные, да. Значит, я стою на вылет в Дели через 2 дня. Стою на вылет, это все у нас на Гоа было, как бы вылетали из Дели. Стою, смотрю Настя, причем случайно, не созванивались, не списывались. Смотрю, она стоит в очереди на вылет. А она из Питера, она в Питере тогда жила, а я в Москве. И у них вот вылет был на час раньше. Я такой, нифига себе, а ты что тут делаешь? А я, говорит, вот 2 дня в Дели тусовалась, просто специально раньше уехала, чтобы там посмотреть. Я говорю, прикольно. И что-то мы так разговорились душевно. Говорю, а давай-ка мы с тобой съездим в Красную Поляну, покатаемся на лыжах. Давай. Вот, и вот уже потом вернулись в свои дома, как-то там потом списались, созвонились, катались. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, автостопом по галактике, там, Запад Бибелброкс пригласил девушку на свой звездолет, так и ты
Настю в Красную Поляну. Хорошо, хоть не в соседнее кафе, знаешь, а так сразу масштабно. Поехали, дорогая. Вот я люблю такие истории. А соседнее кафе где? Она в Питере, я в Москве, понимаешь? Ну, все равно это ближе, чем Красная Поляна для москвича и для человека, живущего в Москве и в Питере. Ну, мы же горные люди. Нет, я потом ее еще потащил с собой в Альплагерь в следующем году. Вот, и она получила значок «Альпинист России». Я хочу там пару баечек еще рассказать, уже то все устали, наверное, таких. Ну, немножко так с критикой, вот как вот я там наезжаю, ну, в кавычках, да, на мастеров, да, тоже в кавычках. Ну, как бы вот, когда уже долго практикуешь, сам уже много знаешь, ездишь на какие-то семинары и начинаешь какие-то вопросы задавать людям. Ну, вот. Да, допустим, человек хорошо практику дает, все такое, но вот они начинают опираться, вот в чем у меня критика некоторых мастеров, да, не будем показывать пальцем, что все хорошо, дают практику, классно, практика работающая, но когда доходит до объяснения, начинается вот этот морок, понимаешь, как бы там с традиционной китайской медициной, с чакрами там цветными там и все прочее, вот это. Вот, и я говорю, вот почему, например, ну, некоторые говорят, что вот очень критично, там, покажу, есть такой дантянь в цигун, ну, примерно там уровень, там, не знаю, 2-3 чакры нашей йоговской, да, и вот там ладошки складывают, говорят, что мужчина должен ладошку справа, правую сверху класть, а женщина левую сверху. А я говорю, ну-ка объясните, почему, ну, то есть, как? И вот тут начинается какая-то ахинея, я такой, блин, понятно. Вот, и, ну, то есть нет тут какой-то физиологической причины, поэтому, когда меня спрашивают, какой, да какую хочешь, вот какую, ну, я люблю очень симметрию, поэтому я говорю, ты клади сегодня правую, а завтра левую, да. Или вот пример, допустим, с пранаямой, да, когда вот наши любимые, там, Нади Шодана и всякие вот эти вот дыхания, которые с пальчиками, да, что там у Энгара там написано, что правой рукой, все такое. А почему правой? Вот, ну, в Индии когда были, ну, потому что правая у нас чистая, левая грязная, да, вот, если там кто был, там, в Гоа, там, вот этих деревеньках, там, они же там, ну, у них нету туалетов, они садятся на берег, на морской. Мы сегодня часто про туалет говорим, так. Да, как знаешь, любимая тема. У меня вот ребенок еще маленький, он как бы, ну, правда, уже этот возраст прошел, а у нас, видимо, опять начинается. В общем, они сидят на берегу, используют грязную левую руку, вот, а правая у них чистая, как бы. Ну, окей, хорошо, как бы, да, объяснение понятное, понятно, что для нас это не работает, как бы мы же не так это все делаем, да? Да. Вот. Но самое смешное было, когда мы были в той же Индии, были на том же йога-туре, и вот у нас все аутентично, у нас туалеты на улице были, значит, там были краники, не было туалетной бумаги, мы же в Индии, краники, но краники были с правой стороны унитаза. И что я с этим должен делать, понимаешь? То есть я как бы использую правую руку, а потом иду и правой рукой делаю это самое. Короче, ну это бред, понимаешь? Какие-то вот такие... Когда нет объяснений, и тебе какие-то там просто объяснения такие или от балды делают, или вот как здесь, ну просто забей на это и все, делай нормально. Вот я, например, когда даю пранаямы, я там и ту руку использую, там, опускаю там ее вовремя, там ставлю, то есть добиваюсь какой-то симметрии. Ну или вот как, не знаю, классика там в хатха-йоге Прадипке, да, там, какой дом йогина должен быть? Он должен быть хорошенько обработан, блядь, опять, экономим дерьмо. Ну, прямо вот написано в хатха-йоге Прадипике, откройте, почитайте. Ну, мы же не обмазываем сейчас дерьмом, да, просто мы знаем, что там в 15 веке, там, ну, даже сейчас в некоторых Индиях, просто коровий, это как бы вообще-то строительный материал. Он же строительный материал, он же там метод для растопки, топлива, да, не знаю, может его и в чай там подмешивают, я не знаю. Но опять же, это трава, это как бы оно такое нормальное, не заразное. Это не какой-нибудь там собака, волк, который там кушает мясо, и потом это все гниет. То есть трава как просто пережеванная, переработанная. Вот. Ну, я к тому, что мы же там не используем вот те древние рекомендации по жилищу йога. Почему мы используем какие-то древние знания вот,
эзотерические, которые там 2000, там 5000 лет назад написаны, мы такие, о, там, это же вообще все. Ребят, вот физиология есть как бы все уже. Да, это сложно, это не просто это все изучить, там, не знаю, там только как систему гормонов открываешь, такой, блин, мама. Объявляем подарки. Ну, подарки они условные, потому что в этих подарках есть условия. Вот, то есть нужно купить мою книжку бумажную, печатную, так называют. Она классная, не пожалеете. Очень классная книга. Мне нравится, да. Я читаю. А тем, кто купит ее, кто закажет ее в течение, там, ну, скажем, 7 дней, допустим, да. Причем заказать она идти может долго, допустим, вы заказали, там у вас там есть чек, что вы заказали, там и так далее. Я вам пришлю в те же деньги бесплатно электронную версию в PDF и аудиоверсию. Вот такой королевский подарок. Шикарная книга, классный подарок. Слушай, у меня еще одна... Да, слушай, мы заморочились. Вот это я выучил слова форзац, эрзац. Видишь же, тут у меня все же концептуально. То есть у меня в синем цигун, в красном йога. И в практике это также используется. А еще у меня вот такой лично разработанный значок, вот этот вот инь-ян, да, тоже красно-синий. Я обратила внимание. И вот он у меня, видишь, тут на форзаце и на эрзаце. Только я забыл, что из них что. А смотри, видишь, здесь другой цвет. Вот так-то. Вау, классно. Слушай, огонь. Нет, книжка очень качественная, ребят, рекомендую. Сколько экземпляров сейчас? Почему еще заморочился с книжкой? Потому что у меня, знаешь, на контрасте. Я вот по йоге, кстати, много хороших книжек печатных. А по цигун вот это, знаешь, делают это на газетной бумаге. Там какие-то рисунки вот эти непонятные, какие-то как чуть ли не карандашом. А я, поскольку у меня еще ребенок маленький, мы много с ним читаем. И печатную литературу читаем именно и с планшета. И я скачиваю книжки, допустим, или там покупаю с классными картинками всегда. И прям мы с ними вместе разглядываем. Вот. Потому что, как Алиса еще сказала, да, вот какой смысл в книжке, если в ней нет картинок? Это правда. У тебя картинок достаточно и классных, и много их, и интересно разглядывать. У меня еще там шуточки всякие такие, у меня в каждом абзаце какая-нибудь там шутка такая. У тебя много, да. И над собой тоже шучу, немножко иронизирую, что, да, как там вот я из Марка Твена, у меня такой цитатка, да, как бы к началу книги, что будьте осторожны при чтении книг о здоровье, потому что это вы можете точно. умереть от опечатки. Да, это хорошо. Ну, это потому что нужно критично все читать, в том числе и мою книгу нужно критично как бы в мозги включать, смотреть, может, я там что-нибудь там не то сказал. Но я заработал на ней долго, я 3 года на самом деле сидел с книжкой. Прям. Мне очень нравится, как ты разбираешь анатомию, там, с точки зрения цигун, объяснение строения анатомии тела. И мне нравится, как ты смотришь критически на то, что было разработано в древние времена, да, практикующими и йогами, и практикующими цигун, и как сейчас, насколько у нас больше знаний, больше вводных, насколько мы... 100%, конечно. То есть наш инструментарий намного шире. И вот здесь как раз перед концом... Ребят, мы сейчас еще раз напомним про подарки. Я уже повторю, как эти подарки забирать. Сделаю итог. А вот вопрос. Ваша методичка йоги и цигун к чему ведет? Какая цель? Хороший вопрос. Спасибо, Антон. Здоровье. Как бы вот, как бы не больше, не меньше. Просто здоровье. Что подразумевается под здоровьем? Тут сразу. А что такое здоровье? Да? Отсутствие болезней. В первую очередь, конечно, да, потому что все равно с возрастом тело... Да, я не чувствую себя как в 25 лет. Давайте честно говорить, да, как бы побаливать что-то и то, и все. Поэтому, практика, она вывозит это все. То есть я могу себя чувствовать спокойно и как бы купировать даже какие-то болезни. Вот я говорил уже, что у меня йога-терапия, был такой курс, там я умею головную боль останавливать с помощью, по крайней мере, для себя точно это работает, и некоторым людям я это даю, тоже помогает. С помощью дыхания или трав, или упражнений? Ты можешь останавливать головную боль? Упражнения, дыхание, как бы правильное положение тела. В основном, просто это парасимпатические техники, то, что называется в йоге. Вот если, опять же, йога-терапию взять, на которую мы так тоже много опираемся, поскольку это вот как раз научный подход. Вот цигун
такого вот я не нашел. То есть в йоге есть тоже такое отдел, вот с йога-терапией связано, когда, ну, по крайней мере, пытаются что-то. Вот Артем тот же самый, вот он хорошо очень объясняет, как дыхание устроено и как оно там влияет на уровень СО2, там вот как это все там действует на сосуды. Я тоже об этом много пишу в книге. Можно я еще добавлю цель, так как я считала по общению с Анатолием, цель еще разъяснить отличие йоги и цигун, рассказать, как работает тело в современном мире с научным подходом, да, так как у Анатолия еще образование техническое, вот, он хорошо разбирается в маленьких деталях. И плюс прошел путь через практику физически, через свое тело, и это его опыт. Вот, и этот опыт как раз-таки хорошо разъясняет практикующим, как смотреть на свое тело с точки зрения критической современной науки, в том числе, и через его опыт. Вот. Знаешь, вот, я бы еще можно еще чуть-чуть более, как бы более так немножко на это навернуть. Здоровье, в принципе, как, наверное, один из аспектов человеческой деятельности. Вообще, я бы сказал, что это, вот если так одним словом попробовать сказать, это баланс. Баланс в жизни, да. Потому что тоже, там, допустим, быть здоровеньким, как бы не сидеть, не курить, не пить, здоровье как бы беречь, там, не дай бог куда-то пойти, там, подскользнуться или там на гору залезть. Ну, как бы нафиг такое здоровье нужно, да? То есть нужно какой-то баланс соблюдать. И как я вот тоже в книжке пишу, что здоровье это как, знаешь, вот как торговая фирма хорошая. Я бизнесом много лет тоже занимался. То есть хорошая торговая фирма, у нее не завалены склады, как бы, у нее все время товар в обороте. И здоровье это такая штука, которую нельзя накопить и, там, и держаться за нее, но она протухнет просто. То есть нужно его как бы зарабатывать, тратить, зарабатывать, тратить, зарабатывать, тратить. Вот в чем как бы. Все верно. И наша цель не прожить там 100-150 лет, как бы, хотя, ну, Бог даст, будем как бы 100 лет жить. Вот, но вопрос в том, чтобы каждый день у тебя был как бы в радость, и ты чувствовал себя хорошо. Там, не знаю, молодым. Хотя, опять же, вот, говорю, молодой это тоже как штампик в паспорте, да. Я вот написал тебе поздравления с днем рождения там в Инстаграм, что вот, не знаю, наверное, не успела прочитать, что там много тебе пишут. Да, что вот у нас с тобой разница в возрасте, там почти ровно 20 лет. Вот, и я делюсь просто ощущениями, да, что вот тебе вот там, еще нет 40, но скоро будет, почти да? 40. А я помню, что мне было 30 лет, я очень переживал, когда исполнялось 30 лет, как-то вот, ну, такое было ощущение, знаешь, типа вот, еще это совковая, наверное, знаешь, установка там, вот эти площадки танцевальные для тех, кому за 30, ну все, молодость кончилась, да? Когда 40 лет было, как-то я, ну, как-то вообще проскочил, что, ну, 40 и 40. А когда 50 было, то мне вообще кайфово было, я не знаю. То есть вот сейчас мне даже кажется, вот, ну, 60, я даже жду, когда будет 60, чтобы, не знаю, показать, что, ребята, а я ж уже в другой категории. Это у меня есть, ну, просто ты больше живешь, как бы больше людей знаешь, и как бы и видишь, понятно, что многие люди, там, у меня уже многие ушли, как говорится, да, там и в ковид, там, и от пьянки, и от чего-то еще, и просто там, не знаю, сосуды и все такое, там, сердце. Вот. Но у меня есть знакомые, которые вот, на которых можно равняться. У меня есть друг, ну, даже могу сказать, Серега Богданов, вот он владелец, ну, тоже физтех, все физтехи, друзья. Вот он владелец и создатель такой Баск, такая фирма, мы с братом сделали. Вот он старше меня, по-моему, лет на 8, что ли. Вот он бегает триатлоны, причем не просто триатлоны, а триатлоны, которые Ironman, которые полный триатлон, то есть там 42, там 120 или 160 на велике и 4 километра плыть. И вот он ездит на всякие там мировые эти все штуки. Чем он этим занялся, наверное, там после 50 точно, наверное, после 50, то есть лет 10 назад, а сейчас он, мне кажется, там лет... Одни идут на марафон, а другие на церемонии аяhuаски. В общем, разделяются пути бизнесменов. Да. Нет, просто я помню, мы с ним давно знакомы, мы с ним лет 20 назад что-то обсуждали, куда там хотели к базовому лагерю Эвереста пойти, и он жаловался, говорит, мне что-то колено болит.
Вот а потом смотрю, он там бегает такие эфиры. А я говорю: Серег, а как у тебя с коленом-то? У тебя ж, ну, как бы, вот я помню, что у тебя колено, ты говорил, болел. Слушай, я, говорит, не знаю. Я, говорит, вот бегаю, они, говорят, что-то там мениски что-то ломаются, потом опять нарастают. То есть, как бы, то есть организм так вот таким запасом создан человеческий, что вот его надо юзать, его надо как бы напрягать. Слушай, Вот интересная тема. Я мужу скажу об этом, про этот случай. Да. Я вот хочу, вот, я же на самом деле задумал серию книжек, если уж на то пошло. У меня же книжка называется «Йога vs цигун», там двоеточие, и вот базовые техники. А я буду это название дальше эксплуатировать. Йога vs цигун, и там что-нибудь еще, двоеточие. Вот я очень хочу тему питания разобрать, тему холодного всего, потому что я тут начал еще моржевать, зимой купаюсь. Вим Хоф. Вот. Да, я прочитал его книжку, причем послушал на болгарском. Я болгарский раз начал учить. И пошел здесь, ну, поскольку живу рядом с морем, вот это было в 22-м как раз году, пошел каждый день зимой купался. И вот потом немножко сбавил обороты. Вот, то есть это все классно работает, и про горы хочу сказать. То есть, короче, хочу вот дальше вот. И думаю как раз о том, а вот экстремально вот эти все штуки, которые меня тянут, вот они мне вообще здоровье добавляют или отнимают. Ну, поскольку есть там травмы все-таки, да, какие-то с этим связаны. Но я думаю, что они прибавляют, потому что ты вот, ты как бы преодолеваешь какую-то трудность, и ты такой: вау, как-то у тебя что-то там, ну, видимо, гормоны, там что-то вот такое. Был я физиологом хорошим, я бы там придумал точное объяснение, но это не важно объяснение, важно, что это работает. То есть ты считаешь, вот. Что вчера вот я дал своему организму там 20 километров, а сегодня я пошел с утра и постоял в дереве час. Как бы отпустило там, да. И потом пошел искупался еще. Вода сейчас очень холодная. Ты хорошо живешь. Всем бы иметь час на позу дерева. Классно. Слушай, да. А куда деваться? Ты вот доживешь до моих лет. То есть я, скажем так, занимаюсь практиками здоровья. Вот я туда все вместе смешиваю, там, не знаю, бег, скалолазание, велосипед, йогу, цигун. То есть я вот где-то около... Это, наверное, был следующий вопрос, я его уже предвосхищаю, да, по поводу образа жизни. Там. Я вот встаю примерно где-то в 5:30 утра, и где-то часиков, ну, там, почистился, помылся, где-нибудь часиков 6, где-то с 6:30, где-нибудь до 10 я всегда что-то делаю. Да, то есть, ну, обычно начинаю с медитации, там, полчасика посижу, подумаю. Про медитацию отдельно можно говорить, сейчас не уйдем в сторону. Я, видишь, я понимаю, что надо заканчивать, я поэтому сейчас набрасываю. Надо будет нам с тобой как-нибудь еще пообщаться. Тему выбрать следующего эфира. Да. По долголетию, наверное. Да. Так что да. Кстати говоря, по работе с травмами, это очень интересная тема. Вот то, что ты сказал сейчас ключевую мысль, что травмы на самом деле могут продлевать жизнь тем, что ты их преодолеваешь. То есть эти травмы, ты их излечиваешь, ты учишься работать со своим телом, ты учишься находить подход новый. И вот эта тема... Что такое фитнес и качание мышц? Это ведь, по сути, как бы микротравмы, которые организм преодолевает и дает гипертрофию. А все мы знаем, ну, уже, опять же, не про ЦИ, не про прану, а просто вот про физиологию. Все мы более-менее сейчас как бы следим за медицинскими новостями, там знаем про саркопению, которая всем грозит, да, то есть, ну, усыхание мышечной массы после какого-то возраста. Поэтому йога, цигун хорошо, но надо еще силовые добавлять. Поднимать вес. Да, обязательно. Так что я вот силовыми, например, пару раз в неделю обязательно занимаюсь там. Ну, я правда, не очень люблю залы такие вот, как бы, хотя я когда жил в доме, у меня там свой зал был в подвале, железки таскал. Сейчас я в основном с резинками занимаюсь и на аутдор-площадках, турнички, там всякие брусья. Вот, я обязательно пару раз в неделю прокачиваюсь тоже. Для тех, кто заказывает книгу в течение недели, присылайте чек Анатолию в директ, в личку. Значит, и он вам дарит... А лучше фотку с книгой. Да, или фотку с книгой. Значит, ну, можете уже прям заказать книгу и, соответственно, прислать ему чек. Пишите мне в личку, договоримся, обсудим, что надо сделать.
И он вам в подарок, Анатолий в подарок вам дарит электронную книгу, PDF-ку и плюс еще аудиокнигу, что очень удобно. Вы можете ее совмещать и слушать, и читать, и в читалке, и листать книгу, и дарить подарки своим близким. Книжка классная, ребят, я рекомендую. Мне она очень-очень нравится. Я продолжаю читать и слушать, вот, когда мои руки заняты. Вот. И, Анатолий, тебе слово, пожелание нашим слушателям, напутствие, так сказать. Тебе слово. Напутствие. Ой, ну прям вообще там, я там такой гуру сейчас там, вот, делайте все так. Жизненный опыт все-таки почти 60 Жизненный опыт. лет практики. Опыт не пропьешь, да? Ну что, да. Бросайте пить, бросайте курить, начинайте заниматься йогой, цигун. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше на самом деле. Ну, вот так как-то. Двигайтесь. Вот, наверное, самое такое главное. А пить абсолютно бросать? Прям вообще ни грамма, ни грамма? Слушай, конечно же нет. Конечно же нет. Блин, ну опять мне приходится на книжку ссылаться. Я там и про это пишу. Хорошо. Я пишу, как я бросал курить, подробно пишу. Вот. Про то, как я перестал пить. Ну, не то, что бросал. Будешь смеяться, я латентный курильщик. Я могу выкурить сигарету примерно раз, ну вот в среднем раз в 5 лет получается. У меня, я помню, вот последнюю сигарету я помню. У нас еще есть пара минут на байке? Ну, может быть, 2 минутки на байке. 2 минутки, да. Я помню, мы пошли в горы с сыном, вот, с младшим, ему сейчас 6 лет. И мы вдвоем с ним ходили, и мы так классно, ну, просто так вот, просто все сложилось замечательно. Погода, красивое место, все класс. Мы вернулись в хижину, там жили в хижине. Я такой, и меня просто штырит, я не могу, меня просто вот так вот прет. Я не знаю, как, не то, что успокоиться, я такой, пошел, а вот покурить. Я выпил кружку пива, еще потом, ну, обычно мне кружки пива хватает. Я потом еще взял рюмку коньяку, выпил. И пошел, значит, у мужика еще стрельнул сигарету. Он мне такой пачку, и говорит, да не, мне, говорю, одной. И мне так стало вообще просто фиолетово. Ну, это как бы, знаешь, зато я это помню. Вот, так что баланс нужен во всем. Баланс во всем. Так что латентные курильщики, латентные алкоголики, латентные наркоманы. Просто не хочется, это не нужно, понимаешь? Не как нужно. бы вот, Да. Если ты почувствуешь, что нужно, ну сделай. Как бы ты просто будешь жалеть. Я вот у себя понял так, что если я себе запреты какие-то ставлю, прям вот вообще не есть сладкого, и все, капец, я прям только начинаю на него и смотреть. Ну, я просто спокойненько это регулирую. Делаю так, я просто знаю уже свой организм. Вообще, как бы человек же так устроен, что он же животное. А там еще где-то мозг живет какой-то там вот в этом животном. И если мозг он возьмет там, и, я не знаю, там не купит. Или забудет купить сигареты. Или пойдет в поход без сигарет. Ну, то есть, как бы раз такую какую-нибудь хитрую штуку. А тело такое, что, нету? Ну, ладно, нет и нет. То есть, я к тому, что с собой тоже надо играть. Да, тут еще мозг важно обмануть. Вот, но об этом в следующих наших беседах, ребят. Анатолий, спасибо большое, что ты пришел, рассказал про йогу и цигун. Мы сегодня и попрактиковали немножко. Дал нам такой вот в практику через твой личный опыт, твою личную жизнь. Спасибо огромное, что ты пришел и поделился с нашей аудиторией. Ребята, я вас благодарю, всех, кто был на нашем эфире, прослушал его от начала и до конца. Отдельная благодарность. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Анатолия обязательно. Он делится в своем блоге своим личным опытом. Там не какой-то суперпрофессиональный блог, но очень личный. И с Анатолием всегда можно пообщаться в директе. Конечно же, покупайте книжку, которая кладезь знаний и опыта Анатолия. Вот. И вам спасибо огромное за эфир. Вот. Спасибо тебе огромное, Анатолий. Все. Намасте. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Да, и у нас, кстати, будет еще небольшая статья. Выйдет с тобой на нашем сайте, ребят. И, соответственно, я еще покажу распаковку. У нас будет распаковка. Я выложу распаковку книги. Вот.
О, как. Отлично. Спасибо. Ну все. Ну все, пока-пока. Пока-пока и доброй ночи, ребят. Пока. Да, пока.